Я приветствую всех зрителей и подписчиков портала «Геоэнергетика Инфо». С вами сегодня я, Александр Маричев. Прошлый год был очень богат на всякого рода новости, настолько богат, что мы как-то стали упускать из вида те новости, которые на самом деле касаются нас непосредственно. Я говорю об веерных отключениях электроэнергии на юге России. Я говорю о том, что впервые за всю историю российской энергетики зимнее потребление электрической энергии на территории Российской Федерации оказалось меньше летнего потребления. И природа нам приготовила новые сюрпризы на ближайшее лето. Дело в том, что 31 марта этого года пришла новость о том, что половодье, начиная от устья Волги, не будет ни на одной реке. И, соответственно, все электростанции, которые находятся на Волге, скорее всего, не смогут работать. Я решил прояснить ситуацию по этому вопросу у главного редактора интернет-издания «Геоэнергетика Инфо» Бориса Леонидовича Марцинкевича. Прошу вас, Борис Леонидович, прокомментируйте, пожалуйста. Добрый день. Действительно, мы следим за Урсулой фон дер Трамп, а то, что происходит в самой России, касается нас непосредственно, почему-то не в центре нашего внимания. То, о чем завел разговор Александр, действительно не касается никого из наших соседей. Речь идет о Волге, о каскаде Волжско-Камских ГЭС. Есть такое понятие, там, если добавить Каму, то это не только 8 Волжских ГЭС, еще 4, которые на реке Каму. Вот они все находятся в ведении Росгидро. От Росгидро тревожные новости и стали поступать. 31 марта завершилось половодье, и 31 марта перестала вырабатывать энергию Угличская ГЭС. Проблема в том, что воды просто не хватает. Решение, неоднократно уже тему поднимал, что гидроэлектростанции у нас, в отличие от всех остальных, не решают самостоятельно, когда они могут вырабатывать электроэнергию, а когда они этого делать не имеют права. Водохранилище – это федеральная собственность, и управляет им федеральный регулирующий орган Росводоресурс. А Росводоресурс, в свою очередь, принимает решения на основании тех данных, тех пожелания, которые дает целая межведомственная комиссия. Межведомственная комиссия многосоставная, там действительно много ведомств. И, собственно говоря, если их по порядку перечитать, можно понять, для чего нам нужны водохранилища, почему они могут быть только федеральными. Пункт номер 1. МЧС. МЧС отвечает в данном случае не только за пожаротушение, но и за то, чтобы воды хватало для населенных пунктов, которые питаются от водохранилищ, для того, чтобы хватало воды для всех тех промышленных, сельскохозяйственных предприятий, которым эта вода нужна. То есть их первое слово. Дальше по списку у нас Росрыболовство. Тоже, надеюсь, понятно. Многие водохранилища используются для разведения рыбы. Если нет воды, нет рыбы. И Росрыболовство, естественно, протестует. Следующее ведомство. Росморфлот. Многие водохранилища – это то, почему бегают кораблики всевозможные, суденышки. Если бегать не будут, всем, кто живет на берегах водохранилищ, будет нехорошо. Следующее слово за ними, и только после этого дело доходит до системного оператора, который отвечает за диспетчеризацию работы нашей единой энергосистемы. То есть его слово последнее. Прежде всего, вода нужна населению, промышленности, сельскому хозяйству, ловству, рыбоводству и транспорту. Только в том случае, если воды больше, чем необходимо, чтобы удовлетворить вот эти ведомства, возникает возможность работы у владельца гидроэлектростанции. Режим у него такой особенный. И, разумеется, в этой межведомственной комиссии руководство всех органов исполнительной власти, всех федеральных округов, которые имеют непосредственное отношение к тому или иному водохранилищу. 31 марта закончился период половодья, закончилась работа Угличской ГЭС. Следить надо за новостями, которые почему-то в центральную прессу и на федеральные каналы не попадают, а ситуация действительно тревожна. Если не хватает воды в верхних водохранилищах, прекращается сброс, автоматически не хватает воды для водохранилища
следующий ГЭС ниже по течению и так далее. То есть эффект мог быть каскадным. То решение, которое появилось 31 марта, прекратить сброс в Угличском водохранилище, накапливаем воду, ждем, сможем набрать или нет. 7 апреля пришла новость о том, что выработка электроэнергии началась. Сброс пошел. Это, естественно, помогает набрать воду в водохранилище, гидроэлектростанция, которая ниже по течению, это Рыбинская. До 10 апреля работает на пониженных уровнях мощности. Воды, не сказать, чтобы не хватало, но хватает только на минимальной. То есть не на полную мощность работает, а на 10-15% мощности. Если Рыбинское водохранилище выйдет в нормальный режим работы, появится возможность того, что рано или поздно весь каскад Волжских ГЭС будет работать в нормальном режиме. Поэтому то, что для нас плохо, и мы бьем друг друга на автомобилях, снег пошел, там это проходит за радость. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Борис Леонидович, ведь все гидроэлектростанции являются балансиром в системах электроснабжения, электрической генерации. Если ночью у нас выработка идет максимальная, а потребление минимальное, днем происходит ситуация с точностью наоборот, сбалансировать это можно только гидроэлектростанциями. Я правильно понимаю? Нет, неправильно. Сбалансировать можно, если это разрешает Росводресурс. Если Росводресурсы говорит, что сбрасывать нельзя, значит, выработка будет равна нулю. Подскажите, пожалуйста, а как тогда энергетики будут выходить из ситуации, когда невозможно будет регулировать единую энергосистему России? Я ничего не путаю? Нет, должны быть резервные мощности, и резервные мощности должны работать без выхода на планово-предупредительный ремонт. Обычно он у нас проводился в летнее время, поскольку мы привыкли, что зимой спрос на электроэнергию, на тепловую энергию выше, значит, работаем бесперебойно, реагируем на заморозки и так далее, и так далее. Летом можно расслабиться, летом у нас все в порядке. А вот это лето нас ждет вот такое, какое есть. Ну, с одной стороны, тревожно, но с другой стороны, может быть, и рассосется. Вот снег пошел, вот Угличскую ГЭС уже запустили на 100% мощности. К 10 апреля, то есть буквально к концу недели, будет ясно, может и работать в нормальном режиме Рыбинское водохранилище, ну и так далее пойдет. Может быть, повезло. Так что, как говорил в одном очень известном фильме «Аболит-66», один из героев, которого звали Бармалей, это даже хорошо, что нам так плохо. Так что снег, может быть, в апреле кого-то не радует, а вот в Росгидро, я так понимаю, сегодня все одели праздничные одежды и водят хороводы. Ура, вода пошла. Борис Леонидович, а какую долю генерации каскад упомянутых электростанций давал в нашу единую энергосистему? Сколько мы теряем? Мы пока еще ничего не теряем, мы немножко потеряли, но те резервные мощности, которые есть, сейчас совершенно уверенно справились. Мощности, я имею в виду, тепловых электростанций, газовых, угольных, какие есть, все они работали и отработали штатно. За этим у нас следит системный оператор, чтобы обеспечение всех потребителей шло в обычном режиме. 24 на 365. Борис Леонидович, но ведь однозначно потребление электроэнергии, судя по опыту прошлого года, возрастет. К лету возрастет значительно. А насколько энергетики к этому готовы? Ну, если говорить о том, кто испытывал самые большие проблемы, объединенная энергосистема Юга, с которой граничит объединенная энергосистема Средней Волги, так называется, но это не значит, что туда входит только Средняя Волга, вот такое название дали и дали. Так понравилось. Соответственно, чтобы не было проблем в объединенной энергосистеме Юга, нужно было подавать электроэнергию из тех, кто числится соседями. Соседи в объединенной энергосистеме Юга-2, объединенная энергосистема Центра, по названию понятно, кто туда входит, и объединенная энергосистема Средней Волги, то есть тот самый Волжский каскад. Если смотреть на итоги прошлого года, системный оператор нам уже все рассказал. Ну, по крайней мере, то, что касается объединенной энергосистемы Юга, она самая проблемная, про нее самая большая информация. Из всего объема потребленной электроэнергии извне, из других энергосистем, пришло 4%. Все остальное свое. С чем это связано, анализ пока нигде не видел, но на самом деле чисто физически может быть только два варианта. Либо не хватает линий электропередач для переброски электроэнергии, либо ситуация в объединенной энергосистеме Центра и в объединенной энергосистеме Волги не позволяла что-то куда-то прокачивать. Тоже были проблемы, тоже жара. Что такое жара, если мы смотрим на объединенную энергосистему Юга, ну, видно достаточно наглядно. 2 недели, температура больше 40 градусов.
первое, что отключилось, это вся ветрогенерация. Этот эффект в Европе наблюдают уже лет 15. Мы почему-то полагали, что нас это может обойти. На тот момент, когда температура отличается от многолетней и средней, среднемноголетней, не знаю, как правильно называть, ветер исчезает. Слишком жарко летом, ветра нет, штиль. Слишком холодно зимой, ветра нет, опять штиль. Доля в установленной мощности, доля в балансе объединенной энергосистемы Юга ветрогенерации 12%. Желающие могут посмотреть в Гизметео, они архивы следят, если не верите мне на слово, за архивами бдят. В течение всего этого времени средняя скорость ветра составляла 2 метра в секунду, 7 километров в час. То есть первое, что произошло, 12% установленной мощности просто исчезли. То, о чем я уже говорил, планово-предупредительные ремонты шли в обычном режиме. Часть мощностей просто не работала, потому что шли плановые ремонты. Зима закончилась, пора ремонтироваться. Тоже логично. Случилось несколько аварий. Причины тоже не секретные совершенно. Мы в течение 30 лет, ну ладно, хорошо, не 30, 20 лет точно, жили в режиме «продадим углеводороды, все, что надо, купим». Покупали в том числе и оборудование для электростанции. Настала пора ремонтировать. Ремонтировать нечем, запчастей нет. У нас со всех сторон рестрикции, так скажем. Не справились. За этот год вроде бы научились не обращать внимания на всевозможные авторские права и прочие лицензии. Нам нужна электроэнергия, а кто там с авторскими правами к нам придет, тот известно, с чем и уйдет. Что смогли, то отремонтировали. Вишенка на торте в прошлом году – это выход на сутки одного из блоков Ростовской атомной электростанции, после чего веерные отключения и начались. Другого способа спасти энергосистему от разбалансировки просто не было. Что нового за минувший год? Отремонтировали то, что смогли ремонтировать. Итоги пока не подведены. Надеюсь, что Министерство энергетики нам об этом сообщит, если не выяснится, что это какая-то секретная информация. Министерство энергетики в последнее время любит секретную информацию. Все, что касается переработки углеводородов, у нас секретное. Поэтому мы стали активными пользователями, читателями изданий, входящих в состав мирового холдинга. Один Bloomberg сказал, ОБС, слушать, читать, смотреть можем, опровергнуть не можем, своей информации нет. Это очень удобно. Я считаю, что это замечательное решение со стороны Министерства энергетики и нашего уважаемого правительства. Засекретить информацию от самих себя и вычитывать, кто где видел серый танкер с черной нефтью, черный танкер с серой нефтью. Вот они туда шли, туда не пришли. Bloomberg знает все, мы нет. Верим мы Блумбергу, не верим, другой информации нет. Я надеюсь, что появится информация, что удалось отремонтировать раз. Я надеюсь, что ремонтировать действительно научились, если какие-то поломки будут, не будет таких затруднений, какие были в прошлом году. Из положительной информации в конце лета введен еще один энергоблок на теплоэлектростанции «Ударная» в Ставропольском крае, дополнительно 110 мегаватт. Надеюсь, что хоть кто-нибудь слышал, что там начала работать наша первая газовая турбина вот такой мощности, 110 мегаватт, за что отдельное спасибо Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в состав Ростеха. Работа была непростая, запустили, никаких нареканий нет, машины и часы нарабатываются. Но 110 мегаватт – это мало. Это мало, потому что, я не знаю, вроде бы как не принято об этом говорить, но я себе позволю напомнить. К нам вернулись наши традиционные области. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская. С электроэнергетикой там после всего, что происходило, как-то, мягко быть сказано, с переменным успехом. Если в качестве примера брать Донецкую область, на ее территории было 8 электростанций, на оккупированной остаются еще 2, на освобожденные 6, из них работают 2. Соответственно, электроэнергии просто не хватает. В остальных областях точно такая же картина. Если одна из 3 электростанций уцелела после всего, что происходило на ЛБС, значит, повезло. Надо отдать должное Министерству энергетики России о том, что вот такая ситуация может произойти. Там понимали, и уже летом 2022 года протянулись 2 линии электропередач из Крыма в Херсонскую область. То есть, если до 2022 года электроэнергия с Запорожской атомной электростанции шла в Крым, то сейчас из Крыма. Но в Крыму после
решения острой проблемы в 2015-2016 году новой генерации не появилось. Включился на полную мощность энергокабель с материка. Материк запитывает полуостров, полуостров запитывает Херсонскую, Запорожскую область. Соответственно, веерное отключение можно было бы избежать, если бы отключить 4 наших традиционных области. Этого делать никто не стал, причину тоже, надеюсь, объяснять никому не надо. Так что 110 мегаватт на ударные точно мало. Никто не отменял то, что было решено достаточно давно. Необходимо развивать туристическую область в России. И это правильно. Не надо разбрасывать наши рубли по Турциям, Египтам и прочим знойным странам. У нас у самих хватает где отдыхать. Для чего, собственно говоря, снят НДС со всего, что касается индустрии отдыха. Соответственно, бизнес туда пошел. 20% расходов сняли. Это хорошо. Значит, нужно успеть построить быстро. Все, что построено, летом требует кондиционера. Если у нас появились новые туристические объекты на нашем юге, а это не только Крым, это Ставрополье, это Краснодар, это знойный район Сочи, везде нужна электроэнергия, чтобы не подключалась. Как мы будем проходить этот летний период? А вы совершенно верно заметили, у нас потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме юга летом выше, чем зимой, тоже понятно. Те, кто зимой замерз в отпуска, едут погреться на солнышко, на юг. И, соответственно, тоже, приехав, включают какой-нибудь кондиционер или сплит-систему, или что-то новое, модное, красивое. Вот. Ждем. Дождемся ли мы какого-то оперативного вмешательства Министерства энергетики, сказать сложно. В новой схеме и программе развития на предстоящую пятилетку, то есть на период с 25 по 30 годы, строительство малых быстровозводимых электростанций не предусмотрено. Там вообще нет раздела распределенная генерация или малая генерация, ничего нет. Строительство традиционных электростанций с мощностями 100 мегаватт – это 3-4 года. То есть мы за этот год среагировать не успели. Но у нас система государственного управления энергетикой выстроена достаточно замысловато. У нас есть такая компания государственная, как Интеррао, которая отвечает как за экспорт электроэнергии, так и за импорт электроэнергии. И у нее в силу этого очень хорошие отношения со всеми нашими соседями, в том числе и с южными. С югом мы соседствуем с Грузией и с Азербайджаном. Надо, опять же, отдать должное энергетикам. То, что происходило между Грузией и Россией, вообще энергетиков никак не коснулось. Как шли перетоки, когда это необходимо, так они и шли. То есть энергетики вообще не в курсе, что были какие-то политические трения. Их дело обеспечить работой все линии электропередачи подстанций. А с Азербайджаном ровно то же самое. Мы выручали, они выручали. Результат переговоров в Баку и в Тбилиси на это лето зарезервировано по 150 мегаватт мощностей и в Грузии, и в Азербайджане. Вводим новый термин «должны перелетовать». Раньше было перезимовать, теперь перелетовать. Борис Леонидович, спасибо, конечно, нашим друзьям, энергетикам. Спасибо за то, что они остаются далеко от политики, а занимаются техническими и профессиональными сторонами этого вопроса. Есть у нас еще страна Абхазия, дружественная страна. Скажите, пожалуйста, вот межгосударственные соглашения, которые регламентируют перетоки электроэнергии в эту страну, как-то влияют вообще на энергосистему России и Юга в частности? Про политику я точно ничего не могу сказать. Новые выборы в Абхазии состоялись. Инаугурация прошла, по-моему, 7-го. Посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, на инаугурации господин Кириенко, заместитель руководителя администрации президента, побывал, переговоры некие проводятся. Будем смотреть, что из этого вырастет. Что касается энергетических отношений в России и Абхазии и Грузии, у них на двоих одна гидроэлектростанция. Электроэнергия должна была делиться в соотношении 40/60, 60 для Грузии, 40 для Абхазии. Это как раз межгосударственное соглашение. Изменилось или нет? Выражаю надежду, что Грузия нам поможет и в этом вопросе. Среднее количество ежегодно строящихся малых гидроэлектростанций в Грузии 10. Приблизительно в 3 раза больше, чем в России. А о какой мощности этих электростанций речь? Примерно. Там очень по-разному. От сотен киловатт до 10 мегаватт. Но ежегодно, но без остановок.
И если я ничего не путаю, то еще в 23 году Грузия добилась звания энергопрофицитной страны. То есть может экспортировать в ограниченном количестве, но тем не менее запросто. Но она продолжает работать. Но это мы сейчас совсем уйдем в политику, вернемся к Европе. Есть замечательный кавказско-европейский, так скажем, да нет, не только кавказский, вообще сложно назвать, зеленую генерацию собираются вырабатывать в Узбекистане, в Казахстане, в Азербайджане и в Грузии, проложить кабель по дну Черного моря и отправлять вот эту зеленую электроэнергию туда, в Европу. Когда это произойдет, сказать сложно, но тем не менее все эти республики действительно стараются включать новые и новые зеленые мощности. Не совсем понятно, как можно подкрасить электроэнергию. Это не бензин, который Лукойл подкрашивает, но... Ну, тут на самом деле все очень просто. Южный Кавказ – это горы, это реки, даже ручей, стекающий со склона, дает вполне приличный объем электроэнергии. Надо только успевать ставить коробочки и заниматься вот этим. Там успевают. Борис Леонидович, а вот в начале разговора вы упомянули о том, что, в принципе, мы можем нарастить мощность электростанций за счет газовых электростанций, за счет других альтернативных. Насколько это оперативно удастся сделать, если вдруг возникнет такая проблема? А она может возникнуть неожиданно. Ну, давайте мы оставим это для следующей темы разговора, потому что иначе мы так всю энергосистему России переберем. Очень надеюсь, что быстро, но на самом деле практика показывает, что на это уходит 3-4 года. Надо сначала пройти конкурсный отбор мощности, который организовывает Министерство энергетики. Дальше начинаются все вопросы, связанные со строительством, включая вопросы землеотведения, в случае газовых электростанций строительства газоотводов и так далее, плюс капитальное строительство, плюс заказ оборудования. У нас энергетическое машиностроение выяснило, что оно не справляется со всеми заказами, и чтобы окончательно испортить настроение, с 1 января по 1 апреля этого года вправо ушли уже 42 проекта модернизации действующих электростанций. Нет оборудования. Оборудование дорожает. Условия конкурсного отбора не устраивают энергетические компании. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, объективная реальность. В последний раз переговоры по этому поводу были осенью 2024 года. Энергетики сообщили, что за 3 года, допустим, стоимость обычных паровых турбин выросла на 40%. На котлы угольные на 70%. То есть мы не вписываемся в те требования, которые предлагает Министерство энергетики. Министерство энергетики вынуждено менять условия конкурсных отборов. Все это уходит куда-то в никуда. 1 апреля должен был состояться конкурсный отбор на модернизацию генерирующих мощностей. Не проведен, снесен на 1 октября. Энергетические компании, увидев разработанные условия, всем трудовым коллективам пришли в Министерство энергетики, пришли к системному оператору и начали объяснять, что, джентльмены, мы понимаем ваше желание, чтобы было подешевле, но подешевле негде взять. Условия отбора будут меняться в очередной раз. Вот такая обстановка. Спасибо, Борис Леонидович. И последний вопрос. Если вдруг нам все-таки придется столкнуться с дефицитом электроэнергии, я имею в виду от северных наших истоков Волги до южных регионов, кому больше достанется электроэнергии? Населению или промышленности? Как-то это законодательно регулируется или остается все на усмотрение энергетиков? Законодательно это регулируется. В первую очередь обеспечивается население. Есть категории потребителей. Население выше, чем промышленность. Так что... Будем надеяться, но от того, что вам будет тепло, светло дома или прохладно дома, сильно ли это поможет, если вам не будет возможности выйти на работу, поскольку завод обесточен? Так, может, и проекты поэтому уходят вправо? Ничего нельзя исключать, но я думаю, что это такой серьезный разговор. Борис Леонидович, я благодарю вас за квалифицированные и очень интересные ответы. С вами был интернет-портал «Геоэнергетика.Инфо» и я, Александр Маричев. До новых встреч. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на нас во всех мыслимых социальных сетях, прежде всего в телеграм-канал, где новости о нашем проекте появляются в первую очередь.